Всем привет! В этом видео я поделюсь, как готовила свадебный торт в лесной тематике. Если вам интересно, смотрите дальше. Подготовила крем маскарпоне. Добавила мятный сироп, чтобы крем был немного со вкусом такой свежей мяты. Тут у меня малиновое конфи и заранее испекла бисквиты из шпината. Подробные рецепты оставлю в описании. Также есть отдельное видео, тоже оставлю ссылки в описании. Ставлю бисквит в кольцо с ацетатной пленкой, распределяю по бокам крем, как бы бортик делаю, потом посередине кладу малиновое конфи. Конфи я готовлю с добавлением пектина и агара, тогда начинка получается нежная и стабильная. Потом сверху наношу еще слой крема. Сколько наносить крем я заранее уже на весах отмерила, рассчитала и поделила по порциям в кондитерском мешке. Сверху кладу следующий слой бисквита. Опять идет крем, уже без малины. Тут у меня бисквит франжипан. Тоже есть видео на канале, как его приготовить. Бисквит я готовила с добавлением лимонной цедры, так как лимонная цедра хорошо сочетается с шпинатными бисквитами. Опять кладу слой малинового конфи, по бокам распределяю бортик из крема. Крем маскарпоне я обычно готовлю на 500 грамм маскарпоне, добавляю 300 грамм сливок и 50-80 грамм сахарной пудры. Далее, смотря какой вкус надо. Если ванильный, то я добавляю ваниль. Если другой вкус, как, к примеру, сейчас я добавила мятный сироп. Собираю торт нужной высоты, покрываю пищевой пленкой и ставлю в холодильник на стабилизацию. Так я подготовила два торта 22 сантиметра в диаметре и 8 сантиметров высотой. Чтобы торт был более стабильный, я буду готовить не один высокий торт, а как бы торт со скрытым ярусом. Между этими двумя тортами ставлю вот такие пластмассовые трубочки. Они крепкие, стабильные. И на такой торт мне достаточно 3 такие трубочки. Если готовить торт выше 15 сантиметров, тогда лучше готовить со скрытым ярусом. Торт надо покрыть бетонным ганашем. Подробный рецепт тоже оставлю в описании. Также у меня есть видео, где я готовлю бетонный ганаш. Вначале надо покрыть просто тонким слоем, чтобы скрепить крошки. И только потом можно наносить более толстый слой и выравнивать. Первый слой ганаша я всегда наношу вот такой жидковатой. Такой консистенции очень хорошо вникает в каждые мелкие дырочки, неровности. И торт получается стабильный, без пустот, без пузырей. Так же само собрала тортик диаметром 15 сантиметров и высотой он получился 15 сантиметров. Подготовила мастику. Я всегда использую для обтяжки тортов домашнюю мастику. Хоть и магазинная мастика в работе более удобная, я просто привыкла уже готовить сама. Подготовила белую мастику и зеленую. Далее мне надо сделать, чтобы белая мастика была немного с таким как бы мраморным оттенком зеленого. Смешиваю оба цвета.
Раскатываю мастику нужного размера. Торт выходит высокий. Торт получился примерно 18 сантиметров высотой и 22 сантиметра в диаметре. На такой торт, конечно, сложно класть мастику в том плане, что трудно выровнять складки, которые образуются по бокам. Наношу мастику, сразу обрезаю лишнее снизу, чтобы мастика, нижняя часть, не тянула верхнюю часть, чтобы меньше образовались складки. Потом постепенно равняю каждую складку. Ни в коем случае не надо тянуть. Если где-то складки не сглаживаются, ничего страшного, просто надо более-менее придавить, выровнять, отрезать все лишнее, так как я в дальнейшем еще буду делать декор из шоколада и буду ставить по бокам. Чтобы обтянуть торт высотой 18 и диаметром 22, я сразу подготовила 2 порции мастики. Так же само подготавливаю и 3-ю порцию мастики и покрываю маленький торт. Там немного легче, хоть всегда сложно равнять торт, который не по диаметру большой, а по высоте. Когда он идет в высоту, тогда больше образуются складки. Чтобы сделать кору дерева из шоколада, конечно, можно использовать готовый силиконовый молд. Но у меня еще такого нету, и я буду использовать фольгу. Надо фольгу помять, где-то побольше складки, где-то поменьше, нужного размера по высоте и по длине. Темперируем шоколад. Темперировать шоколад в этом случае обязательно. Про темперирование шоколада я тоже уже рассказывала в других видео. Также ссылки оставлю в описании, если вам интересно. Наносим темперированный шоколад, распределяем. Слой шоколада, это зависит от того, как вы хотите сделать эту кору на торте. Тут можно делать и потоньше, и потолще. Но слишком тонкий слой тут делать нельзя, так как потом будет очень трудно отсоединить фольгу, и тонкий слой шоколада пойдет за фольгой. Когда уже вижу, что шоколад схватывается, застывает, прикладываю фольгу с шоколадом на торт, придавливаю, чтобы все места хорошо держали, и ставлю в холодильник. Можно поставить в морозилку, тогда быстрее шоколад застынет и фольга очень хорошо будет отсоединяться. Если шоколад хорошо протемперированный, то фольга отсоединяется без проблем. Как вы видите, очень хорошо отсоединяется. Шоколад под низом блестящий, так как он хорошо протемперированный. Если использовать нетемперированный шоколад, то будет очень сложно отсоединять фольгу. Фольга будет рваться очень мелкими кусочками. Этот процесс займет очень долгое время.
На верхнем ярусе, на шоколадной коре, мне надо сделать такое сердечко. Я его выцарапала спашкой. Если бы кора дерева была из мастики, то можно было просто придавить пластмассовую формочку сердечка, и отпечаталось бы это сердечко. Но так как у меня это шоколад темперированный, твердый, то там надо было выцарапать. Потом, чтобы это сердечко выделить, я его немного по этой линии прошлась черным красителем. Всю кору я немного тонировала белым пищевым красителем, разбавленным водкой. Потом немного местами прошлась зеленым красителем и по всей поверхности коры прошлась темным какао-порошком. И в конце надо было нарисовать 2 буквы. Это тоже было сложно, так как на торте, который выбрали по фото, там было из мастики, там тоже было эти буквы как бы выдавленные с помощью формочки. А я выцарапать не могла, это было очень сложно. Я выбрала вариант просто белым красителем нарисовать эти буквы. По нижней части я добавила кусочки изомальта. Торт я украсила кремовыми цветами. Как приготовить кремовые цветы, у меня есть видео на канале, также ссылки оставлю в описании. Чтобы кремовые цветы были более естественного зеленого цвета, я добавила фисташковую пасту. Фисташковая паста очень хорошо и окрашивает, и получается очень интересная структура, оттенок и вкус. К цветочкам я добавила зелень, листики, эти несъедобные. Торт весом примерно 8 килограмм, а сам торт без декора, бисквит с кремом, примерно 6 килограмм. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые идеи, рецепты, эксперименты. Всем пока!